Друзья, всем привет! На дворе конец августа, а это значит, что пора сворачивать свои игрушки и перебираться в город. И сегодня этим мы и займемся. Сегодня мы будем сливать и убирать наш новый каркасный бассейн в теплице. Погнали! Напомню, в начале июля мы сделали себе вот такую конструкцию. Мы купили теплицу 3,5 на 6 метров и поставили в нее бассейн 488 на 242 на 107. В общем, 5 на 2,5. Классно откупались в нем 2 месяца, я вам скажу, просто супер. Если вы захотите себе поставить бассейн в теплицу, обязательно делайте это. Это очень удобная и классная штука. Все это дело у нас фильтровал вот такой вот песочный фильтр-насос Best Way на 3 куба по паспорту, хотя по факту он выдает всего лишь 2. И, кстати, в следующем сезоне я, наверное, буду его менять. Хочется что-то большее, что-то лучшее. Вот я насмотрел модель на 8 кубов в час, но это в будущем. Также подогревали мы все это дело вот такой вот печкой-бочкой, про которую я тоже очень много всего рассказывал. Даже с учетом того, что бассейн стоит в теплице, все равно было очень холодно ночами, весь холодный июнь, половина июля, и все это дело приходилось подогревать. Эта бочка нас постоянно выручала. А сливать мы будем наш бассейн вот таким вот дренажным насосом Intex. Про него я уже рассказывал в предыдущем видео. Вещица на самом деле очень удобная, она очень сильно облегчает именно процесс слива бассейна до самого дна. Кроме этого, мы еще запустим наш фильтр-насос на слив, и пока вода не дойдет до его сопла, он будет тоже сливать. И также подключим наш циркуляционный насос, который толкал воду в печку. Берем наш погружной дренажный насос, погружаем его в бассейн, шланг выкидываем на улицу, вилку в розетку и погнали. Производительность заявлена 3,5 кубометра в час. Ну, посмотрим. В целом, за 3 часа бассейн мы слили. Так что я думаю, плюс-минус что-то такое там есть. Напор из него валит из этого шланга такой достаточно хороший, капитальный. Поэтому сливать все это дело мы будем достаточно быстро. Ну и также убирать наши насосы и все остальное. Спустя часик мы видим, что действительно дренажный насос уже высосал примерно треть бассейна, но при этом ему еще помогал и основной фильтр-насос. Поэтому процесс идет, фильтр-насос теперь можно отключать и доставать мыть, потому что он уже воду не засасывает, мы дошли до сопла. Спустя 2 часа картина выглядит вот так. Уже много всего слито, а мы потиху начинаем сдувать наши игрушки. Кстати, вот эти вот сиденья от Intex просто бомба. Это, наверное, самые лучшие сидушки, которые вообще можно было придумать для бассейна. Всем рекомендую. Ну а дальше приступаем к демонтажу нашей фильтровальной установки. На зиму мы, конечно же, на улице ее оставлять не будем. Ее нужно достать, полностью разобрать, помыть-промыть и убрать до следующего лета в коробку. Достаем фильтр-насос, и вот как это дело выглядит внутри после 3 месяцев использования. Конечно же, мы постоянно, там чуть ли не каждые 2 дня делали обратную промывку. Поэтому у нас, как видите, грязи в песке почти нет. Если этим не заниматься, то здесь, конечно, будет все в грязи. Разбираем его до каждой детальки, полностью промываем, вымываем и ставим на солнышко сушиться. После этого все это дело пойдет в коробку и будет стоять в доме, в тепле. Домик у нас постоянно подогревается, ждать нас до следующего лета. Кстати, еще момент. Пока разбирал фильтр-насос, заметил, что прямо внутри в механизмах трава. Один сорняк пророс прямо вовнутрь корпуса фильтр-насоса. И как вы видите, вот эта вот белая штучка, это не провода, это реально внутри наросло травы, вот такой вот ползун-сорняк. Или березка, как его еще называют. Все это дело было прямо внутри корпуса фильтр-насоса, там, где мотор и охлаждающая крыльчатка. Но ничего не заклинило, слава богу. Вот здесь он, зараза, через плитку пролез между швами. Поэтому будьте бдительны. Всегда убирайте все сорняки. Иначе это может быть чревато последствиями для двигателя фильтр-насоса.
Конечно же, снимаем наш циркуляционный насос Gilix 25×60, который у нас захватывает воду из бассейна и толкает ее в бочку для обогрева. Вода у нас в бассейне, конечно же, всегда чистая, она фильтруется, мы ее чистим, добавляем кислородную химию, и, наверное, из-за химии, как видите, внутри циркуляционный насос весь ржавый, поэтому обильненько промываем его. Ну а вот то, о чем я рассказывал в предыдущем видео. Почти полностью слитый бассейн, и, как видим, вода уже ниже уровня сливного отверстия, а в бассейне еще реально где-то, полтонны воды. Представляете, это потом еще ведерком вычерпывать, а дренажник высосет. И спустя полчаса дренажный насос полностью высосал всю воду из бассейна. Осталось реально буквально там лужица вокруг него. У нас в бассейне получилось в этом месяце такое небольшое углубление, куда вся вода стекалась. И дренажник оттуда во все полностью и высосал. Кстати, в этот раз ни разу не выключившись. Ну а дальше берем полотенце, залазим в бассейн и насухо все это дело, всю чашу вытираем, протираем начисто и насухо. Как видим, в тазике осталось буквально там треть ведра воды. Это все, что осталось в бассейне. Поэтому дренажный насос, серьезно, очень удобная и классная тема для сливки таких бассейнов. Тем более в прямоугольном бассейне дно подвигать не получится, не позволит конструкция. В этом году чашу мы решили оставить внутри. Теплица ее полностью защищает, внутри нет никаких осадков, нет ветра, нет мусора. Поэтому разбирать и куда-то прятать на чердак или в дом эту громадину мы не стали. За зиму, я думаю, в этот раз он не рассыпется. Предыдущий бассейн мы разбирали, потому что не было теплицы. А этот оставим. Думаю, проблем не возникнет. Следующим этапом будем консервировать нашу печку-бочку. Внутри 2 радиатора, 2 змеевика с водой, все это надо слить, иначе зимой в морозы порвет. Напомню, собирал я ее из палок и сопутствующих материалов, поэтому каких-то специализированных фитингов здесь нигде ничего нет. Все собрано банально на изоленту. Поэтому каждое соединение, а их здесь порядка 5, мы раскручиваем, наклоняем бочку и просто сливаем из всех змеевиков и радиаторов воду. После этого бочечка уходит в наш небольшой сарайчик, стоящий рядом. Она там будет тоже стоять в чистоте и в сухости. Дождь и снег на нее идти не будут, вода слита, поэтому зиму она переживет на ура и будет ждать здесь нас до следующего летнего сезона. Ждем, пока абсолютно все детали просохнут у нас на солнышке, все разбиралось, чистилось, мылось. И дальше все это дело складываем в коробку и прячем в дом. В доме у нас, напомню, электроотопление. И даже зимой мы оставляем его, домик на 15 градусах. У нас на льготном тарифе это стоит там, откровенно, копейки. Поэтому всю электрику в дом. Также не забываем про батут. Попрыгали, побаловались, и тоже пора убирать. На зиму мы, конечно же, на улице его не оставляем. Батут разбирается и собирается за 15 минут. Это вообще не проблема. Превращаем все это дело в набор запчастей и на зиму опять же прячем в сарай до следующего лета. Батут, кстати, верой и правдой служит нам уже 5 лет. Один из самых дешевых батутов Sundays. Очень даже. Вся эта забава реально занимает целый день, но сделать это, конечно же, надо. Если мы хотим следующим летом снова покупаться, поиграться в своем классном чистом бассейне, то все это дело надо помыть и убрать, потому что мы съезжаем в город, и здесь мы уже будем появляться очень редко. Как-никак начинается учебный год у ребенка и так далее. Летом поигрались и достаточно, пора уже и в город. А на этом все. Кому было полезно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!